Сегодня 25 мая, 25 год. Это дневник разработчика игры Time Loop Nibiru, которая должна выйти 3 сентября 2025 года. Остается 14 недель. Сегодня воскресенье. И сегодня будет недельный отчет, что есть. Постараюсь, наверное, каждую неделю делать отчет. В первую очередь, наверное, для себя. Буду показывать уровень, блюпринты, логику, чтобы потом видеть и сравнивать, как все изменяется и, в принципе, хронологию событий. Time Loop не беру. Это игра шутер от третьего лица в sci-fi сеттинге с элементами метроидвании. Ну, посмотрим, как это получится реализовать или нет. Ну, примерно так. Так, история в том, что вот здесь у нас будет лаборатория синих Федерации, которые занимаются исследованием на такой полупустынной планете Нибиру, так называемой. В каждый определенный момент происходит пересменка, и вот должен прилететь смена, шаттл, он летит, будет определенная заставка, и пролетая над пещерой, будет луч, который поразит именно главного персонажа, и он попадет во временную петлю. Плюс здесь начинается гражданская война между шахтерами, рабочими и колонистами-фермерами. И шаттл подбивает, и примерно в этом месте происходит авария, и с этого места у нас стартует главный персонаж. Главный персонаж это будет девушка, но потом об этом чуть потом. Я постараюсь сделать, чтобы начало было не скучным. Будет сразу несколько, ну, минимум 3 пути, куда можно пойти со стартовой точки. Плюс еще 3 пути будет открываться по мере прохождения за одну из фракций. Всего 3 фракции. Синие, зеленые и красные. Ну, потом еще будет фракция золотых, но это уже она будет, наверное, пока не играбельна. И еще, наверное, придумаю, если получится, успею еще секретная проходка. То есть, по идее, каждый раз должно быть не скучно начинать с одного и того же места, потому что будет множество разных вариантов прохождения. И что еще? Да, и по таймингу примерно каждые 25-30 минут реального времени цикл будет перезапускаться. Независимо от того, на паузе, вышли чай попить, игра никого не будет ждать. Думаю, 25 минут и должно хватить, чтобы в один из циклов вы смогли пройти всю игру. Но так как придется ее несколько раз проходить, то время, понятно, увеличится. Ну, в принципе, рассказал. Вот здесь, по идее, мы должны были шаттл с пересменкой приземлиться где-то здесь.
Здесь, наверное, будет оборудована зона посадки, больше здесь будет различных объектов, инфраструктуры, лаборатории. И вот здесь как бы тестово тут начало конфликта красных и синих, которые будут пытаться штурмовать лабораторию. Итак, начинаем, если по локации смотреть, это вот первая точка, стартовая точка приземления, аварийного приземления шаттла. Там почти все умирают, пока что остается один главный персонаж. Первый путь, это ему нужно попасть в лабораторию, куда изначально он должен был попасть. Это вот лаборатория синих. Здесь вот будет пока вход в лабораторию, но я думаю, здесь увеличится. И вот здесь еще есть потайной вход в саму шахту. Дальше у нас здесь на локации, ну, освещение это я буду настраивать. Дальше на локации, так называл это, насосная станция. На самом деле непонятно, что это пока что. Пока что насосная станция. Пока я здесь ничего не делал, это все по дефолту здесь. Но здесь тоже будут какие-то разборки. Потом у меня идет перекресток, я его так назвал. То есть у нас каньон. Здесь пока еще не знаю, что будет, ну, приблизительно. Надо его как-то оживить. И вот перекресток, потому что у нас есть выход на каньон, выход к лаборатории, к насосной станции и выход к живым, так называемым массивам. После перекрестка у меня дальше я обозвал локация, тут, наверное, база, потому что здесь есть такая потаенная база. С ней будут какие-то, ну, пока это тоже по дефолту все. С ней будут какие-то определенные квесты. Треугольник, это вот это тоже. И второй вход в пещеру. Ну, это не, ну, да, второй вход в пещеру. Вот так мы заходим. Это вот еще одна локация пещера. Этот предбанник. Здесь будет из противников пауки. Потом еще там инопланетян Гроксов я добавлю. И вот он, какой камень преткновения. Это вот этот артефакт, который изучают вот эта лаборатория синих. Местные жители с инопланетянами им поклоняются, и, ну, не все жители, но и фракция красных хочет их заполучить. Короче. И вот еще один парадный вход. Тоже в пещеру. Скорее всего, отсюда будет приходить Гроксы. И отсюда, наверное, прилетит шаттл с золотыми, с Империей, которая как раз натравила красных шахтеров рабочих, чтобы они создали ситуацию, при которой им легче будет захватить этот артефакт. Артефакты потом, я не знаю, наверное, расскажу, зачем нужен этот артефакт золотым. И вот еще один проход в пещеру и выход как раз к лаборатории, к насосной станции. Ну, вот тут же сама лаборатория, это пока базовая ее часть, я буду ее менять, дополнять и так далее. Пока здесь ничего особо не делал, только вот NPC-шки базовые и так далее.
Ну, понятно, это все будет закрываться, может, здесь еще что-то сделаю. То есть буду, ну, еще пока доделать. По локации тут особо ничего не сделано. То есть я взял базовые локации, вот эту пустынный, пещеры, лаборатории, объединил, и дальше буду уже добавлять различные, может, да, еще добавлять уровни или и дорабатывать эти уровни по своему усмотрению. Так, пока так. Ну и дальше уже тогда по коду буду смотреть. Основная папка это вот 3 папки, блюпринты, так, гейммод. Так, что у нас здесь в гейммоде? Гейммоде, define, default. Ну тут в гейммоде я пока сделал просто изменение команды. То есть вот они фракции, красные, синие, зеленые, золотые, инопланетяне, пауки и другие, и вот player. Это как раз подвязка для изменения команды. То есть на begin play он будет брать дефолтное значение из таблицы, то есть кто кому нейтральный, кто кому враг, кто кому союзник. Например, синие союзники синим, и вот там враги паукам и так далее. Пауки там почти всем враги, кроме самих себя. Это у нас в гейммоде будет. На старте будет заполняться у каждой команды свои вот эти отношения к другим командам. Дальше здесь функция change. Да, будет тут изменяться. Например, если главный герой будет стрелять в нейтральную команду, то эта нейтральная команда станет для него враждебной и так далее. Так, в гейммоде вроде бы все. Ну и здесь еще появление менюшки выхода из игры. Ну, при смерти вы можете сразу продолжить, либо выйти из игры, либо она сама выйдет из игры через 60 секунд. Так, вроде в гейммоде больше ничего нету. Дальше у нас вот главный персонаж. Главный персонаж на тике. Здесь у нас изменяется direction. Это в основном направление, куда смотрит игрок. Это в основном для анимации нужно. Дальше на begin play создается главный HUD. Ссылка здесь создается на анимационный этот blueprint. И здесь у нас... Так, что это у нас? Ну вот как всегда. А это добавляется ссылка от компонента жизни. Дальше у нас экипировка. Оружие сначала по дефолту у нас в руки и за спину.
Но я буду это переделывать. Вначале игрок будет без оружия, наверное, потом будет два вида оружия. Это винтовки и пистолет. Ну, наверное, пистолет будет, да, по умолчанию. А винтовки, да, винтовки будут меняться. То есть можно будет носить только одну винтовку за раз. И вот, когда ты без оружия, то винтовка будет кидаться нас за спину. Когда нет, тогда в руки. Дальше прицеливание. Я тут немного изменил, конечно, прицеливание. Так, если ты то если ты без оружия, если попытался прицеливание, у тебя сразу меняется в режим с оружием. Вот. В режим с оружием у тебя меняется как бы вращение персонажа и приближение. Также вот режим без оружия. При режиме прицеливания у нас тоже передаем в аним. Это нужно для того, чтобы во время приседания он вставал и стрелял. Так, ну и здесь вот именно приближение камеры с 90 до 50. Ну, как бы зум камеры. Так, это я рассказал. С оружием, без оружия. Тоже здесь изменяется расстояние камеры и чуть положение меняется камеры. Дальше стрельба переменная передается в... Это у нас наше оружие, у нее есть компонент Weapon Fire. И если ты нажал стрельбы и ты без оружия, то у тебя включается режим с оружием. Так, это для диалоговой системы. Это вот как раз система укрытий и приседаний, но и не только, и для как раз диалоговой системы. То есть ты заходишь без оружия, и у нас здесь есть тег cover. Ну, потом анимацию покажу здесь. А это для... Так, что это у нас? Это у нас BP Interact компонент. Это компонент как раз для диалоговой системы. Пока она дефолтна тут. Так. Дальше у нас это смерть. Смерть, детач, симуляция там и так далее. Destroyed. Это еще буду все, наверное, править. Это урон при падении. Это специальный ивент, который отвечает ивент срабатывает при приземлении. Да, вот здесь еще ивент. Это я уже сам создал. И вот он в зависимости от высоты он передает урон. То есть, если с большой высоты падать, можно умереть. Так, ну это выход из игры на escape. Дальше еще здесь как раз вот прыжки. Если там без оружия ты обычно прыгаешь, если прыгаешь с оружием, я сделал так, чтобы камера чуть отдалялась. Ну, это потом, не знаю, покажу. То есть ты прыгаешь, и она отдаляется, чтобы было... Ну, я это посмотрел, как в Mass Effect Andromeda. Там примерно так же. И вот
когда у нас как раз заканчивается прыжок, у нас возвращается все. Так, это я вот как раз сделал input на scroll. Scroll на себя третий будет меняться оружие. Здесь как раз на букву В, ну, или русскую М, будет переходить в режим без оружия. И вот здесь еще у меня на букву R перезарядка. Я еще эту систему не сделал. Так, что у нас здесь еще есть? Так, у нас здесь есть функция isPlayer. Ну, это просто, что он является плеером. Create HUD. Так, это у нас основной HUD нашей игры. Create HUD. Так, а у нас в геймоде тоже Create HUD, что ли? Нет, в геймоде нет. Create HUD можно перенести в геймод. Здесь, наверное, незачем. Ref Player — это ссылка на самого себя. Timeline — это вот как раз смена ротации. То есть в одном режиме он двигается, куда ты направляешь, в другом режиме он вращается на месте. И здесь, да, так, вот у меня пока такой персонаж, но я думаю купить другого, хотя мне это нравится, но она уже используется очень много где. Я все-таки думаю купить другую. Ну, посмотрим. Так, все, закрываем. Дальше. Енумератор — это вот как раз без оружия с оружием прицеливания. Дальше. Weapon. Это как раз вот Weapon система. Здесь у нас эффекты. Вот у нас главный компонент. Он привязывается к оружию. Здесь на Begin Play ссылки и на NPC, и на главного персонажа. И здесь вот тоже. Но я думаю, надо переделаю это все. Я разделю для стрельба именно для персонажа и стрельба для NPC, чтобы не путаться. Ну, в принципе, это я, наверное, уже показывал. Все. Здесь ничего особо не изменилось. Gun эффект. Это вот перезарядка. Не перезарядка, да, смене. Ну, буду уже добавлять сюда перезарядку. Это я уже, знаю, в следующем отчете это буду делать. Сейчас просто для себя на видео запишу, чтобы смотреть изменения, если вдруг что-то поменяется. Так. Какие-то элементы. Ну или вы можете тоже посмотреть логику, скопировать. Так, дальше. Ну вот от нее наследуется вот weapon винтовки. Ну, наверное, сделаю пистолеты. Сейчас пока одна винтовка. Так, take damage. Так, здесь не особо ничего не интересно. Интерфейсы.
диалоговая система. Ну, вот создал NPC. Так, здесь тоже особо ничего нету. Компонент Heroes. Вот Take Damage, это как раз функция для изменения. Тут тоже ничего особенного. Анимации. Анимация смерти тут. Так, АИ. Здесь у меня как раз собраны 3 вида. Такой. Такой. Ну, я буду увеличивать, конечно, количество врагов и так далее. Так, АИ. Главное, blueprint. Bit NPC. И сценами. Это вот как раз он ищет проверяет, является ли он врагом для персонажа. А это get player, это вот нахождение. Ну вот это тоже еще посмотрю, исправлю. Да, я добавил, получается, зрение, слух и damage, урон. Если урон получает, он находит, кто в него стрелял. Вот тут enemy как раз. И вот он смотрит team, команду. И передает. Так. Enemy, get player. Так, ну это просто доска. Так, базовый NPC, что у него есть? У него есть как раз система укрытия, но я еще не доделал. Ну, в смысле, он садится, надо, чтобы он при стрельбе вставал. Вот как раз определение его команды. Это он переходит в... Да, берет из гейм-мода и записывает. Дальше у нас идет... Ну, это текст. Ну, я пока не использую. Не люблю, когда над противниками какие-то вот эти шкалы, цифры, там урона и так далее. Дальше спаун как раз оружие ему в руки. Здесь он take damage, это как раз изменение урона. Потом кто ему нанес урон. Вот, если на него нанес урон игрок, он меняет ему вот, change team player enemy. То есть меняет запись в команде. И вот как раз report damage event, это отвечает за persistent, который определяет, что по нему попал именно, что по нему кто-то попал. Дальше ивент смерти, но он такой же примерно, как у главного персонажа. Так, здесь особо ничего. Change team команд, вот да, проверяет команду плеера. Если команда плеера до этого была... Если он до этого не был врагом, то после того, как ты стрельнул по NPC, он становится его врагом. И вот назначается enemy, и дальше он
Геймод отправить должен. Дальше дерево поведения. Но тут тоже ничего особо не изменилось. Дальше. Find. Тоже не изменилось ничего. Fire. Пока тоже. Так, ну это Эмин, нейтрал. И Team. Ну вот как раз вся команда. Так. С этим все. Уровень понятно. HUD. Main меню. Save. Так, main меню пока такое. Потом изменится. Дальше. Ну, перекрестие. Здесь все, в принципе, по-старому. Так, дальше. Дальше, ну вот это как раз диалоговая система. Это как раз главный персонаж. И вот тут различные папки. Так, в принципе, про это я все, что есть, рассказал. По маркетингу. В основном это YouTube. Вот, за последние 7 дней. Вот они данные. Не густо. Подписчиков 25 подписчиков. Очень печально. Дальше. Reddit. Ну вот у меня карма поста, карма комментов. Тоже тут особо гордиться нечем. Тоже все очень плохо идет. По YouTube, да, у меня три шорца и вот такое я сделал, типа новый трейлер. Ну, 60 просмотров всего. Вот она страничка в Стиме. Вот он трейлер. Подписчиков 781. Дальше добавил я контроллеры, но пока их не подключал. Ну, языки тут все под... Надо я в конце, надо будет делать перевод. Дальше. Вот последняя неделя это показов в Стиме. Ну, какие-то раньше было 10 тысяч за неделю, сейчас процент перехода всего 11. Ну, все очень печально. Листы. Вишестов 13 859 за эту неделю. 3259, но это потому что я как раз почти все виш-листы, 3000 я их закупал. Через там сервисы разные. Так, все, по маркетингу, наверное, все. Пока я только через YouTube, Reddit. Ну, Reddit у меня как вспомогательный для YouTube. И чтобы Reddit, с Reddit приходили на канал. И, в принципе, больше никакого маркетинга нету. Все на этом.